Привет, друзья! Вы на канале Xiaomi Sir. В этом видео мы подробно рассмотрим новые смарт-часы Amazfit GTR 3. Узнаем, чем они действительно могут удивить или разочаровать, каким образом базовый GTR 3 превосходит Pro-версию, почему первые пару недель часы могут быстро разряжаться и как ZPS может перевернуть представление о возможностях умных часов. И начнем мы по традиции с комплектации. Помимо самих часов в коробке нас встречает кабель с магнитной зарядкой и различная макулатура, в том числе руководство пользователя и гарантийный талон. Как видите, из года в год комплект не меняется. Но куда больше нас интересует дизайн Amazfit GTR 3. Новинка представлена в двух цветовых решениях, классический черный и серый. На последнем я остановила свой выбор и, по-моему, не прогадала. Смотрятся часы в таком исполнении очень приятно, и я бы даже сказала, что они скорее не серые в привычном понимании, а пепельно-бронзовые. Сам же производитель называет этот цвет лунным серым. Могу предположить, что для многих пользователей, переходящих с обычных часов на умные, будет остро стоять вопрос внешнего вида нового гаджета. В этом плане Amazfit GTR 3 полностью отдает дань классике благодаря круглому корпусу диаметром 47 мм, строгой расцветке и минутными рисками на краях циферблата, а также двум функциональным физическим кнопкам. Нижняя здесь выполняет функцию быстрого доступа, по нажатию можно установить запуск различных функций, о которых мы чуть позже еще подробнее поговорим. Верхняя же кнопка с необычными наклонными насечками еще интереснее. Она способна выполнять целых 3 действия. По простому нажатию запускается главное меню часов и выполняется выход на домашний экран. По длительному нажатию мы можем, как и в первом случае, назначить запуск любой функции. Ну и самое приятное, эту кнопку можно использовать как колесико прокрутки, аналогично Digital Crown в популярных Apple Watch. Это колесико позволяет выполнять навигацию по меню, а также прокручивать текст уведомлений, что особенно удобно и актуально при использовании в перчатках. Прокрутка интерфейса с помощью данной клавиши сопровождается приятным постукиванием линейного вибромоторчика, но лично мне не хватило физических отсечек при вращении для более прогнозируемого управления. Конечно, по сравнению с моими старенькими GTS первого поколения, GTR 3 показались несколько крупноватыми, особенно на фоне моего запястья. Однако при внешней массивности часы благодаря корпусу из авиационного алюминия достаточно легкие и весят всего 49 грамм. Так что спустя какое-то время я и вовсе перестала их замечать. К слову, влагозащита до 50 метров надежно защищает часы от попадания жидкости в корпус и позволяет носить часы всегда и везде, не снимая. Также в корпусе расположено отверстие датчика давления воздуха и микрофона для голосового управления, которое, кстати, работает офлайн, правда без поддержки русского языка. Динамика здесь, к сожалению, нет, что означает отсутствие поддержки разговора. И, пожалуй, это одно из ключевых отличий от Pro-версии. Ну и на внутренней поверхности часов разместился обновленный биометрический датчик BioTracker 3.0, который состоит из 6 светодиодов, расположенных по кругу, и 2 светодиодов в центре. С его помощью можно измерять уровень насыщенности крови кислородом, отслеживать уровень стресса, частоты дыхания и рассчитывать индекс персональной активности PAI. Крепление для ремешка осталось стандартным на 22 мм, как и в предыдущих моделях данного форм-фактора. Оригинальный ремешок достаточно качественный и приятный. И хотя я не фанат подобных застежек, но не могу не отметить продуманность данного ремешка. Будучи достаточно эластичным и приятным на ощупь, он не оставлял сильных следов на запястье под конец дня, и под ним практически не потела рука за счет ребристой внутренней поверхности. Помимо этого, на ремешке есть 2 тренчика, один из которых имеет специальный фиксатор, который надежно удерживает кончик ремешка, и он не вылазит наружу. Далее поговорим об экране. Здесь установлен AMOLED-дисплей диагональю 1,39 дюйма с разрешением 454 на 454 пикселя, который обеспечивает максимально четкую картинку за счет отличной плотности пикселей. Также, благодаря тому, что здесь AMOLED, реализована поддержка режима Always On Display. Лично я считаю эту функцию совершенно бесполезной на часах, которые впустую расходуют заряд батареи. Чтобы посмотреть время, в любой момент достаточно воспользоваться активацией экрана по подъему руки, который, к слову, отрабатывает здесь стабильно и оперативно. И этого более чем достаточно. Смысла держать экран постоянно включенным я не вижу. А как думаете вы? Пишите ваше мнение в комментариях.
Защищен экран 2,5D стеклом с антибликовым покрытием, которое обеспечивает хорошую прозрачность и уменьшает отражение света, за счет чего даже при ярком солнце изображение на дисплее прекрасно читается. Кстати, это антибликовое покрытие можно заметить при отражении обычной лампочки. Вокруг нее на стекле образуется легкий синеватый оттенок. Защитное стекло часов слегка выступает над поверхностью дисплея. За счет такого дизайнерского решения создается ощущение монолитности и бесшовности девайса. Однако и риск появления царапин повышается, находясь на руке, часы всегда рискуют встретиться с каким-нибудь препятствием. Так что заранее рекомендую озаботиться защитной пленкой или стеклом, благо на AliExpress уже есть выбор. Под экраном расположен датчик освещенности для автоматической регулировки яркости, который, к слову, со своей задачей справляется отлично. Оперативно и плавно поднимает и сбрасывает яркость, в зависимости от окружающего освещения. Ну и к слову о датчиках. Обычным измерением пульса уже никого не удивишь, поэтому в GTR 3 разработчики решили поступить нестандартно. Измерение одним касанием за 45 секунд собирает информацию о сразу 4 важных показателях одновременно: сердцебиение, стресс, насыщение кислородом крови и количество вдохов в минуту. На практике это позволяет получить быстрый обзор показателей здоровья в одном месте. Также традиционно и не обошли стороной вопрос контроля качества сна. Данные этих показателей аккумулируются прямо на часах, подробно показывая в виде графиков время сна и размечая цветом его фазы. Помимо стандартных возможностей по сбору данных о здоровье, часы также предлагают умный будильник, срабатывающий на основе фаз сна. Производитель указывает, что при активации этой функции за полчаса до установленного времени часы будут выявлять наилучшую фазу сна, чтобы пробуждение было наиболее комфортным. В целом, по моим наблюдениям, часы точнее измеряют основные показатели и, что немаловажно, отслеживают любую, даже самую мелкую активность. И уже исходя из всей полученной информации, рассчитывают данные о затраченных калориях даже в состоянии покоя. А теперь самое интересное – софт. В новых Amazfit GTR 3 впервые реализовали работу на новой операционной системе ZEP-OS. И, на мой взгляд, это одно из самых оптимальных и перспективных решений для носимых устройств. Но, разумеется, не без своих недостатков, и об этом сейчас подробнее поговорим. Интерфейс теперь работает с частотой до 60 кадров в секунду, что уже вполне сопоставимо со смартфонами, правда, с не самыми современными. И для часов это действительно выглядит очень плавно и приятно глазу. Но самое главное преимущество в ZEP-OS – это открытый IP для разработчиков, раскрывающий по-настоящему широкие перспективы не только дизайнерам циферблатов, но и разработчикам собственных приложений на языке JavaScript. Кстати, большинство приложений способно работать в фоновом режиме, однако быстрого возврата к ним с главного экрана нет, так что необходимо заново открывать их через меню приложений. Касаемо циферблатов. В официальном маркете ZEP уже доступно более 100 вариантов. Среди них есть поддержка анимации с настраиваемыми модулями, различными графиками и многим другим. Правда, подобрать для себя идеальный из предложенных я так и не смогла, поэтому решила немного отредактировать парочку циферблатов под себя, благо они легко поддаются кастомизации. Кстати, мои варианты доработанных циферблатов можно будет найти в моем телеграм-канале. Там же я регулярно публикую информацию о выгодных скидках и распродажах. Amazfit GTR 3, например, недавно можно было приобрести на 3000 дешевле. В общем, ссылка в описании. С приложениями же здесь пока все довольно скудно. На момент записи видео в маркете ZEP их было доступно всего 11. И для себя я выделила пока только 2 полезных. Это калькулятор и напоминание о необходимости выпить воды. Что ж, будем верить, что на этом разработка не остановится, и, надеюсь, уже совсем скоро появятся энтузиасты, которые раскроют весь потенциал часов. Кстати, для циферблатов и приложений в Amazfit GTR 3 выделено целых 3 гигабайта пользовательской памяти, чего вполне хватит, чтобы загрузить уже имеющиеся все циферблаты и приложения, и в дальнейшем выбирать их прямо с часов. Также ZEP-OS порадовал широким функционалом и максимально удобным и настраиваемым интерфейсом. И сейчас подробнее рассмотрим все самые важные и интересные возможности. Управление часами по умолчанию осуществляется жестами. По свайпу вбок на главном экране осуществляется быстрый доступ к приложениям, которые можно также отсортировать, отключить, добавить и настроить под себя. Но самое удобное среди быстрого доступа приложений – это своеобразная лента виджетов с карточками, которые расположены слева от главного экрана.
Здесь можно расположить карточки, например, с погодой, списком дел, управлением музыкой, таймерой, информацией о тренировках и многим другим. В общем, удобство самого интерфейса и его кастомизация в ZPOS лично меня очень порадовали. Смахивание сверху вниз на главном экране открывает центр управления. Отсюда можно настроить яркость, включить фонарик, запустить поиск смартфона, активировать режим энергосбережения, не беспокоить, а также новый режим театр, который позволяет в одно нажатие отключить автоматическую активацию экрана при уведомлениях и подъеме запястья. Свайп на главном экране снизу вверх открывает стопку всех уведомлений, где их можно раскрыть, прочесть, а затем удалить, после чего на смартфоне они также перестанут отображаться. В часах есть поддержка цветных эмоджи, однако далеко не всех, поэтому зачастую в уведомлениях встречаются пустые квадраты. А вот отвечать на уведомления с часов, к сожалению, нельзя. Но, вспоминая простор для фантазии разработчиков приложений для ZPOS, не исключено, что такая возможность когда-нибудь появится. Кстати, уведомления сопровождаются приятной вибрацией благодаря линейному вибромотору, который обеспечивает довольно сильную, отчетливую и не такую звонкую вибрацию по сравнению с первым поколением Amazfit. При желании есть возможность настроить собственные шаблоны вибрации на различные события. Ну а для ценителей конфиденциальности в GTR 3 реализовали функцию блокировка пароля. Таким образом, если вы хотите, к примеру, скрыть от посторонних глаз уведомления, пока часы лежат без присмотра, единожды активируйте в настройках пароль, и в дальнейшем при снятии часов с руки будет происходить автоматическая блокировка устройства. Ну, разве что не хватает только автоблокировки во время сна. Простое нажатие на верхнюю клавишу осуществляет вызов главного меню с вертикальным списком приложений. И, что особенно удобно, как и любое меню, в GTR 3 список приложений редактируется непосредственно на часах. Таким образом, можно как добавить, так и удалить ненужные пункты. Также на обе кнопки можно назначить быстрый вызов любого приложения. Я, например, назначила на долгое нажатие верхней установку будильника, а на нажатие нижней запуск виджета управления музыкой, который, к слову, в этой версии часов работает очень оперативно и с минимальной задержкой. Правда, для регулировки громкости приходится переходить на отдельный экран, что не очень удобно. И почему нельзя было просто привязать регулировку к колесику прокрутки, мне не совсем понятно. Но что по новому функционалу? Помимо традиционных функций, таких как секундомер, таймер, компас, барометр, отслеживание активности и состояния здоровья, хотелось бы отметить несколько интересных возможностей и функций. Прежде всего, это поддержка календаря с событиями, которые можно добавлять не только вручную через приложение ZEP, но и синхронизировать с системным календарем смартфона в рамках текущего месяца. Звучит круто, но на деле пока все не так сказочно. В моем случае с Android 11 часы напрочь отказываются синхронизировать какие-либо события из системного календаря. И, судя по отзывам пользователей, такая проблема наблюдается у многих. А вот iOS-юзерам повезло больше, и календарь с iPhone у них синхронизируется без проблем. Погода теперь стала еще подробнее и информативнее. При этом следить за прогнозом можно еще в 5 городах, помимо текущего местоположения. Кроме того, разработчики добавили возможность следить за временем восхода и заката Солнца и фазами Луны. А при необходимости можно даже установить соответствующие уведомления. В завершении знакомства с функционалом поговорим о тренировках. И очередной раз часы смогли меня приятно удивить. Здесь присутствует полный набор на все случаи жизни и реально поддерживается около 150 активностей. От бега и плавания до танцев и киберспорта. Да, даже за любимой игрой теперь вы сможете чувствовать себя настоящим спортсменом и следить за своим уровнем стресса во время нервных каток. При этом каждый режим тренировки можно настроить по-своему, выбрать необходимые данные для отображения и отсортировать их для максимального комфорта. А для занятий на открытом воздухе можно настроить точность определения местоположения по GPS, от которого будет зависеть и потребление заряда. Также присутствует и автоматическое определение основных занятий, например, ходьба на улице, беговая дорожка, катание на велосипеде и так далее. По желанию можно активировать или выключать любой из вариантов, но надо учитывать, что большое количество тренировок будет сильно снижать время автономной работы. И так мы вплотную подошли к автономности. Как и у любого портативного гаджета, это один из ключевых факторов, влияющий на выбор того или иного девайса. И в моем случае это была одна из причин, почему я дала предпочтение именно базовой, а не Pro-версии, которая даже по заверению производителя живет меньше.
И уж, конечно, не GTS 3, где аккумулятор уступает практически в 2 раза. В GTR 3 установили аккумулятор на 450 мАч, что, по заверению производителя, обеспечивает до 21 дня автономной работы, но при стандартном использовании. Однако в моем случае в первые недели-две использование было очень активным, что не могло не сказаться на времени работы. Думаю, у многих пользователей, как и у меня, в первые пару недель будет похожая ситуация, пока не наиграетесь новинкой. Но когда часы перейдут в стандартный ритм использования, в моем случае это просмотр времени, чтение текстовых уведомлений, постоянное отслеживание ЧСС, будильник и периодические занятия на беговой дорожке, автономность станет как раз примерно на том уровне, что заявлено производителем, около 3 недель от одного заряда. В случае же, если вы планируете использовать GTR 3 исключительно как часы и шагомер, то можно активировать режим энергосбережения и растянуть автономность на 35 дней. И да, конечно, если использовать часы на максимум с постоянно включенным GPS, то время сокращается до 35 часов. Однако и этот показатель вполне конкурентоспособен по сравнению с теми же Apple Watch. По времени зарядки сильных изменений с моими старенькими GTS я не заметила. В среднем требуется около 1,5-2 часов для восполнения заряда от компьютера. По итогу Amazfit GTR, на мой взгляд, можно назвать одним из лучших смарт-часов на данный момент. Помимо богатого функционала и высокой точности работы датчиков, часы обладают отличным показателем автономной работы и приятной эргономикой. Дополнительно хочется отметить широкий выбор циферблатов и не только их кастомизацию, но и полную настройку часов под себя, включая даже поворот дисплея для левшей. И, конечно же, перспективы, которые открывают перед разработчиками ZPOS. Из минусов могу отметить разве что традиционно сырой софт. За месяц использования раза 3 часы намертво зависали с последующей автоматической перезагрузкой. Впрочем, и на предыдущих моделях Amazfit Bip и GTS, которыми я пользовалась, также первое время после выпуска не обходилось без этого. Так что за тот ценник, что просит производитель, а на момент записи видео это что-то порядка 14 тысяч рублей, это точно тот вариант, на который вам стоит обратить свое внимание. А что думаете вы? Друзья, делитесь своим мнением о новых смарт-часах от Amazfit в комментариях и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые обзоры и сравнения. Спасибо за просмотр, пока-пока!